Откуда появились евнухи в османском гареме? Правда ли, что кастрация была возможна по добровольному желанию, как, например, у Газанфира ага? Чем занимались евнухи в гареме в свободное время и как они делали свои интимные дела? Был ли секс у евнухов и могли ли они иметь детей? Об этом мы не только узнаем в этом видео. В османском государстве мужчин не кастрировали, а евнухи приобретались на невольничьем рынке, и чаще всего это были не белые, а черные рабы. Ислам карательно запрещает, делая смертельным грехом, кастрацию мужчин. Историки утверждают, что османское государство получало евнухов двумя способами. Первый, самый приоритетный и распространенный, это покупка готовых евнухов в других странах, где кастрация мужчин не является смертельным грехом. И второй способ – это превращение доморощенных рабов в евнухов в самой Османской империи. Здесь, наверное, будет правильно сделать ссылку на то, что говорит история. В книге Бешира ага приведены результаты исследования наследия Эль-Хаджа Бешира, главного евнуха османского императорского гарема в начале XVIII века. Там написано, что поскольку кастрация противоречила законам ислама, операция обычно проводилась на периферии османской территории и, как правило, выполнялась христианскими врачами. Тем не менее, существуют отчеты о кастрации, проведенной в самом дворце Топкапы. В отличие от событий, показанных нам в сериале, евнухи не были просто слугами, безропотно исполняя волю своего повелителя или госпожи. На самом деле, как утверждают историки, некоторые мужчины специально становились евнухами, чтобы занимать высокие чиновничьи посты, быть богатыми и влиятельными. Это лишь доказывает, что кастрированные рабы – это не позорное явление для мужчины, а вполне себе благоприятный исход для многих рабов пробиться во власть и влияние при дворе. Одной из задач главных евнухов в гареме было найти решение, как увеличить количество кастрированных рабов, найти замену тем, кто уже постарел или по каким-то причинам умер. С переездом османской династии во дворец Топкапы гарем был значительно увеличен в своей численности, что предполагало большее количество военачальников-евнухов. Тогда была усилена работа по поставке готовых евнухов захваченных земель и из Африки. Но это не решало проблему количества, и тогда-то и было налажено собственное производство. Насильно существующих рабов никто не кастрировал. Главный евнух всячески уговаривал самых достойных из них принять решение о кастрации добровольно. Таким образом, как бы оправдывалась запрещенная Кораном кастрация рабов. Так и произошло на самом деле с небезызвестным нам Газанфиром. И вовсе не по велению Нурбану Султан молодой человек принял решение о кастрации. Это было его собственное осознанное решение, хорошо продуманное и добровольное. Но о Газанфире мы еще отдельно поговорим в другом видео. Существовало несколько вариантов кастрации. Все они описываются в истории жутчайшим образом, не берусь даже повторить. Но о том, что происходило с кастрированными мужчинами, есть следующая информация. Сразу прошу обратить внимание, что я использую термин «кастрация», несмотря на то, что в медицине такого термина нет. Но так как его применяет большинство историков, я также буду произносить его в этом видео. Первое, на что влияла эта дикая процедура – физические особенности. Евнухи очень сильно набирали лишний вес и, конечно, не были такими стройными, как показали в сериале. Также у них выпадали волосы, почти все были лысыми. Историками отмечаются такие изменения, как потеря памяти, нарушение сна и наличие тонкого голоса. Секс евнухов. Учитывая разные варианты кастрации, евнухи все так же жаждали любви и имели половое влечение. В истории известны случаи, когда мужчины-кастраты заключали браки с женщинами, но большинство из них использовали фалоимитатор или выполняли роль активной лесбиянки. Нетрудно догадаться, с какими женщинами
У евнухов были такие любовные отношения. Большая часть женщин были из гарема. Вы удивитесь, узнав, что между евнухами гарема кипели нешуточные страсти, когда они ревновали своих женщин к своим собратьям по несчастью. То есть все как у обычных мужчин. Угрозы, драки и даже убийства были отмечены османскими историками. Вас не оставит эмоционально равнодушным тот факт, что есть записи о том, что наложница гарема, которая имела любовную связь с евнухом, выходя затем замуж за полноценного мужчину, не могла получить того же сексуального удовлетворения, а потому на этом фоне было большое количество несчастных случаев, когда либо жена, либо муж лишали жизни друг друга. Какая дикость! Почему было просто не развестись? Между прочим, султан все эти дела знал, а потому в Османском дворце предпочитали держать только самых страшных и уродливых евнухов. В какой-то момент отдавали предпочтение только старым рабам. Другими словами, избавиться от гаремагов султаны себе не могли позволить, иначе кто будет охранять гарем? Как запретишь заниматься любовью, если они делают это тайно? Вот решили эту задачу так. Но на самом деле не решили, конечно, но думали. Почти все евнухи страдали недержанием мочи. Евнухи вынуждены были носить огромные подгузники из тряпок из-за этого. Один из турецких журналистов писал, что узнать о том, что в помещении есть евнух, можно было по запаху. Запах от него исходил даже на улице, написал он. Последний эпизод великолепного века потряс социальные сети. Главный вопрос, который задавали зрители, как кастрированный гаремный военачальник попадает на хальвет. Но теперь мы с вами знаем, что хальвет у Сюмбюля вполне мог быть. Скорее всего, была прелюдия и зибик. А зибик – это османский предок фалоимитатора. Друзья, хотите ли вы посмотреть видео о исторической правде про Газанфира Агу? Пишите в комментариях.